Всем привет! Ну что, наконец-то, спустя 1,5 месяца я готова поделиться с вами нашим путем Сантьяго. В этом видео я расскажу, как у нас все начиналось, нюансы перелета, почему мы прилетели сразу в Сантьяго де Компостела, а стартовать решили из Порту. Покажу, как проходил наш первый день и поделюсь впечатлениями прямо с дороги. А вы пока поставьте лайк, подпишитесь на канал, обязательно напишите комментарий и возьмите чай с печеньками. Приятного просмотра! Короче, мы летим в самолете на высоте, хрен знает сколько метров. Кто-то, короче, такой, типа, что режим самолета включать? Я ломаю правила, включаем точку доступа. Что он раздает, интересно, этот пиксель кому? Тупо в самолете летим. И чувак раздает лещевиха Wi-Fi для кому-то. Даже можно попробовать подключиться, но там пароль. Это мне очень интересно. Итак, начнем с перелета. Мы прилетели в Сантьяго де Компостела, и оттуда же у нас потом был обратный вылет. Почему так? Все очень просто. Это оказалось самым выгодным и бюджетным вариантом. Мы всегда стараемся выбирать маршруты подешевле. И тут у многих сразу возникает вопрос, а как же вы добрались до порту? На самом деле все элементарно. Из Сантьяго ходят и фликсбасы, и поезда. Мы выбрали фликс, потому что билеты стоили всего 7 евро, дорога заняла около 2,5 часов. Так что утром мы прилетели, а уже вечером были в порту. Ах да, чуть не забыла. Так как вылет у нас был ранний, мы прилетели в аэропорт еще вечером и планировали остановиться в хостеле, но по приезду оказалось, что все номера заняты и свободных мест нет. В итоге нам ничего не оставалось, как устроиться прямо возле аэропорта в гамаке. Мы нашли 2 дерева рядом, повесили гамак и, честно говоря, даже неплохо выспались. Спасибо теплому июльскому воздуху, но все равно прилетели утром, немножечко уставшими. Вон в том кафе мы поели. Вот, диджей. Какой-то диджей. Central, наверное, да? Непонятно. Ну, в общем, вот там. А вон мой муж стоит прекрасный. И не может меня увидеть. Естественно, он меня не увидит. Такой стал. Где моя жена? На-на-на-на-на-на. Где она? Где моя жена? Вот это, понимаете, я пошла с этим потеряшкиным. С этим потеряшкой. С этой потеряшкой я пошла в путь камина с этим потеряшкой. Так, подожди, С слышишь? этим потеряшкой. Потеряшка, блин, что ты уходишь? Так как прилетели мы в Сантьяго де Компостела рано утром, а автобус у нас был только в 18:00, весь день мы провели в самом центре. Конечно же, сразу же пошли к собору, тому самому месту, куда должны прийти только через 12 дней пути. Получилось, что мы сделали все наоборот. Обычно паломники начинают где-то в других городах и впервые видят собор уже в конце пути, а мы заранее знали, куда придем. Мой муж заодно привел себя в порядок, сходил к испанцам, подстричься. Он вообще обожает это делать и именно в Испании. Ну а вечером мы сели в автобус и отправились уже в Порту. Какие у нас тут апартаменты. Классно. Вот туда на улицу выход. Ну, да, я даже не буду окна открывать, там парилка, душниловка. Окна я разокрою, потому что я буду, пока есть возможность без ночнушки спать, без ночнушки, даже есть фен. Я утром помою. Так, первую ночь за последние 9 дней, получается. Это первая ночь, что я сплю в кровати нормальной. И это первая ночь, получается, за 9 дней, что я в нормальной кровати сплю. И, по сути, на ближайшие 14 дней последняя. Поэтому хочется так прям насладиться этим моментом. Полежать. Потому что завтра в 5:40 подъем. И в путь. Первые
30 километров, наверное, пройдем. Ну, посмотрим. Ну вот. Так что встретимся завтра на пути. Вот так мы заряжены. И Надо еще водой зарядиться. начинаем наш путь. Опа! Такие. Выпустите кракен. Может, ножик есть. Может, кофе можно сделать? Вот кофе я бы сделала. Хуйня такая. Штучки разваленные. Мы идем, а чайки тупо с нас орут. Куда вы собрались? Ржут такие, куда вы собрались? Вы что, в себя поверили? Ха-ха-ха-ха-ха. И все. Просто смеются с нас. Это в порту, ребята. Я это в скажу, порту. я сама с себя смеюсь иногда. В мысленно. Да. Такая, да куда ты собрался? Ну, короче, все, что чайки думают, это я о себе. Вот. Все, что ты думаешь, что чайки думают. Но вы понимаете? Вы понимаете, что я понимаю, что мне это надо. Для чего, не знаю, но надо и все. Это просто нужно. Смотрите, как красиво. Я иду щербой кофе. Это будет слышно на камеру. Вот, встретили коллегу. Вон он идет. Вот этот кафедральный собор, в котором... вон коллег тут много, с кем мы стартуем. Вот этот кафедральный собор, где мы будем ставить наш первый штамп из города Порту. Мы будем стартовать. Вот, дяденька ставит штампы. Кайф. Сейчас он нам поставит. Супер. Это отлично. Это отлично. Чайки, конечно, орущие, это что-то с чем-то. Muito obrigado. California have a big association, Pilgrims California. on Camino. Женщина с Калифорнии. Вау. You don't know that one? Association in America? Pilgrims on Camino is one of the... I think, Найти на сайте. Что Мы там? стартуем. Мы стартуем, да. Мы стартуем. Меня прямо аж как-то пробирает. Мне Конечно. вот это вот нравится. Конечно, потому что мы подошли, нам поставили штамп, нам дали контакт, если что-то с нами происходит, чтобы мы обратились за помощью. Нам рассказали, как идти, куда идти, что делать. Нас фотографировали, на сайте будет фотография. Дали буклетик, где эту фотографию забирать. Короче, что еще? Сказала, чтобы мы обязательно в наших паспортах оставили номер телефона, потому что очень много забывают паспорта. Таких, как мы будем уставшие и будем забывать паспорта. А туалет еще закрыт. Always down. Ну, вниз, постоянно вниз. Вот, поэтому и следим за... Ну, просто смотри, вниз есть туда, а вниз есть сюда. Нам куда? Где стрелка? Стрелочка есть? Нет. Ну вот влюбленные парочки нарисованы.
Ну просто куда вниз? Какой низ? Вот мы куда-то вниз идем. Не знаю. Посмотри, где море. Пошли. И нам- Там где чай. В сторону моря. Да Он нет. сказал, вам не надо телефон. Мы будем без телефона. Без телефона. Короче, вон и женщина пойдет туда тоже. Мы за ней следуем. Класс. Смотри, там люди живут. Да, прикиньте, здесь живут люди. Специальных образованием, Охренеть. строены дома. Там живут тоже люди. Блин, да что такое, ты не фокусируешься? Вот. Мы идем по таким вот ступенькам вниз, 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 вниз. Пока все время вниз, потом вдоль моря. Ой, океана. Потому что мне постоянно это море. Фух. Блин, так прикольно, хочется все пока что снимать. Вот, кстати, моя еда растет потенциально. Держи. Да, только она еще не сезон, тебе не повезло. Ну, я, может, что-то и найду там. Не повезло, не повезло тебе. Что-то все уже, Тебе, походу, тебе. назад идем. Почему? Не знаю. Что-то там не то, да? Я же говорила, вот там, наверное, вниз надо было. Или вот. Старты спорту — это вообще отдельная красота. Все начинается прямо в центре города, и потом постепенно спускаешься вниз. Идти легко, совсем не сложно. Мне кажется, первый день был самым легким. Тем более мы шли еще на таком крутом адреналине, с огромным энтузиазмом и желанием идти, смотреть, впитывать каждую деталь. Все было в новинку. Все так интересно, что километры просто не чувствуются. Погода идеальная, не жарко, солнце, океан, чайки, люди вокруг. И ты встречаешь таких же сумасшедших путников, как и ты сам, с рюкзаками, с ракушками на спине. Это настоящая атмосфера пути. Чувствуешь, что погружаешься в какое-то невероятное приключение, будто попал в кино и вдруг сам стал его героем. И это дает такой драйв, такой адреналин, что ты полностью включаешься в историю. Сразу понимаешь, это будет что-то особенное, ни на что не похожее. Прикольно. Я думала, будет жарче, на самом деле, идти этот путь. Сейчас 10 утра. Вот, например, я только с Италии, да, приехала. В Италии в 10 уже дышать нечем было. Океан, все-таки есть океан. С него вот веет такой прям океанический воздух. Офигенский. И намного легче, да, чем возле моря. Очень классно. При том, что я иду, мы уже идем сколько, 13 километров с рюкзаком на спине. Я удивлена, все в порядке. Какая церквушка симпатичная. Вообще здесь очень даже симпатично. Очень. Ой, снег был. Класс. Такой мостик деревянный ведет прям. Сейчас отлив, кстати. Когда будет прилив, вода будет уже здесь. Там идет мой муж. Ой, дай вас с ним. Нас полностью зарится уже дойти, сесть, взять кофеек и сидеть столько, сколько хочется. Знать, что уже никуда сегодня идти не надо. Вот знать, что вот все, я пришла, села и буду сидеть. Уже помыться, постирать вещи, в которых я сегодня, потому что их завтра опять одевать. Рюкзак же маленький. Ну, мы пошли летом, поэтому мы знаем, что мы там будем стирать. До утра оно будет сохнуть, идти, потому что это вещи
которых комфортно идти. Это футболка специальная трекинга, она даже не мокрая и продувается так классно. Очень это все удобно. Все продумано, все удобно и классно. Нам осталось идти 1,5 километра. И я очень рассчитываю, сейчас 12 часов дня, вышли мы в 7 утра. Я очень рассчитываю на то, что в Альбергах есть места. Мы обогнали очень много людей, пока шли. Я представляю, какое количество уже там. И я очень надеюсь, что для нас будет 2 местечка. Вот мы и в альберге. Открывается альберга в 2 часа дня. Сейчас только 12:20, поэтому нам есть время чильнуть. У нас даже перекус будет небольшой с мужем. Это же не яйцо, это авокадо. В альбергу мы пришли почти самыми первыми. Перед нами были только 2 пары. Поэтому нас поселили на огромную двухспальную кровать. Конечно, все это было в общей комнате, но сама идея нас удивила. Помимо нас там стояло еще 2 такие двушки, а остальные кровати были односпальные. Сам альберго меня очень поразил. Все чисто, душевые, туалеты, много кабин, отличная кухня, есть стиральные машинки и даже места, где можно стирать вручную. На улице вешалки для сушки одежды. Пришел, постирал вещи и тут же развесил. Все очень просто и удобно. А главное, люди, те, с кем ты делишь этот путь и ночлег, оказались какими-то невероятными и светлыми. Я думаю, что случайные люди сюда просто не попадут. Если человек внутренне не готов к таким открытиям и осознаниям, он просто не рискнет отправиться в этот путь. Очень удивила и интернациональность. Люди со всего мира. И мы почувствовали это уже в первый день. А дальше все только усиливалось. Это невероятный опыт. Вот это черное, а тут нету. Вот это черное, это все мидии. И тут все камни в этих мидиях. Прикиньте, вот это все, это мидии. Вот там. То есть все в мидиях. Вот, какая красота. Решили помассировать ножки. Потому что прям устали. Ты не говоришь, что если? Говорю, что ножки устали, и мы пришли их помассировать. А зачем? Написано, что все сделано дома, домашний режим. А вот там всякая липта есть, вина, И вино есть тоже, да, я видела. Мы сходили к океану, полежали, отдохнули, помочили ноги, потом поужинали пиццей и отправились спать пораньше, ведь понимали, что на следующий день вставать придется еще раньше. Владюшинский.